Приветствую вас, дорогие зрители Мамочкиного канала. Предлагаю вместе со мной связать этот простой и очень универсальный жилет. Все мои весенне-летние образы с этим жилетом вы можете разглядеть в отдельном ролике. В этом мастер-классе вы научитесь вязать жилет из любой пряжи и на любой размер. Научитесь вязать изделие сверху вниз от плеча и научитесь очень просто вязать скос плеча, что посадит жилет лучше по фигуре. В этой части видеоурока мы справимся с горловиной спинки и со скосом плеча. Повторяйте за мной, и вы в легкую с этим справитесь. Если что, я всегда на связи в комментариях под любым моим видео. Отвечаю на каждый вопрос. Итак, мой жилет. На 44 размер ушло 370 грамм пряжи Газал Baby Cotton. Вязала я крючком 2,5. Цвет пряжи 34-13. Размеры моего жилета вы видите на экране. Это свободный фасон. В обтяжку сейчас вязать не стоит. Свобода облегания по груди у меня 12 сантиметров. Итак, начинаем вязать. Для того, чтобы мы быстро и просто связали, и я вам просто это все объяснила, сделаем что-то типа выкройки. Не надо бояться этого слова. Вот на 44 размер российский у меня есть свои замеры. Вы можете ее перерисовать. Можно на 46 размер тоже эту выкройку использовать. Ориентируемся мы по груди. Если у вас размер больше, то просто нужно некоторые данные на этой выкройке расширить. Но если у вас будут какие-то вопросы, пишите мне, я вам скажу, где что увеличить. Вязать мы будем сверху вниз, и поэтому эта выкройка будет служить нам неким ориентиром. Итак, поехали. Нужно набрать цепочку по вот этому плечевому шву. Здесь у меня по плечевому шву получилось примерно 10,5 сантиметров. Набирала я крючком номер 3 цепочку, а вязать буду весь жилет крючком номер 2,5. Получилось у меня 25 петель. Если ее не натягиваю, то получается у меня где-то сантиметр остается до конца. Но в натянутом виде она практически вот принимает значение 10,5. Нарисована у меня еще вот такая схемка. Это горловина спинки. Мы начнем вязать жилет со спинки. Начинаем мы вот с этого плечика. Свяжем буквально 2 ряда. Оставим это плечико. Потом свяжем эти 2 ряда. И третьим рядом мы соединим 2 плечика. И будем вязать уже спинку дальше. А со стороны проймы мы будем уже делать скос плеча. У меня есть отдельное видео по скосу плеча в правом верхнем уголочке, и под видео я оставлю на него ссылочку. Но все будет достаточно просто. Еще один момент. У горловины считаем воздушные подъемы за столбик, а с краев в пройме спинки не считаем. Итак, поехали. Сначала эти 2 ряда, как я сказала. 25 столбиков здесь у меня набрано, 2 воздушные подъема дополнительно. Итак, крючком номер 2,5 вяжу первый ряд. 2 воздушные дополнительно подъема набираю и в 4-ю петлю от крючка вяжу столбик с накидом. 3 воздушные, которые остаются справа, они заменяют первый столбик с накидом. Дальше в каждую петельку по столбику с накидом без всяких заморочек провязываем до конца этот ряд. Связала я 24 столбика и 3 воздушных, всего как бы 25. Вы связали свое количество. Дальше заботимся о скосе плеча. Берете все свое количество петель и делите примерно на 4 равные части. В моем случае это будет 6 соединительных столбиков, 6 столбиков без накида, 6 полустолбиков с накидом и 7 столбиков с накидом. Вот такие ряды с разновеликими столбиками будем вязать через ряд. Каждый четный ряд такой будет. Сейчас мы связали вот этот самый первый ряд столбиками с накидом. И сейчас пойдем от проймы к горловине и будем вязать на повышение столбиков. Запоминайте свое количество. У меня 6, 6, 6 и 7. Так как мы вяжем от проймы сейчас к горловине, то воздушную подъема набираю одну, но не считаю ее за столбик. Начинаю с соединительных столбиков. С самого первого столбика вяжу соединительные.
В моем случае это 6 столбиков. Очень не затягивайте эти соединительные столбики, чтобы следующий ряд у нас не очень плотно столбики легли друг к другу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переходим на столбики без накида. Вяжите свое количество столбиков без накида. 3, 4, 5, у меня 6. Дальше полустолбики с накидом. При провязывании первого полустолбика затяните вот здесь петельку на крючке, чтобы он не отделился от столбиков без накида, чтобы плотненько провязался этот столбик. Тоже у меня их 6. 3, 4, 5, 6. И дальше в моем случае 7 столбиков с накидом. Если у вас другое количество было петелек на плечике, то не переживайте, что у вас другое количество вот этих столбиков. Это не важно. Главное, по 1/4 части провязываем вот этими разными столбиками. 6 столбиков связала, и 7 в 3-ю воздушную подъема провязываем. Не забываем этот столбик воздушную подъема провязать. Вот. Все провязаны 25 моих столбиков. Но тут у нас горловина, тут у нас нужно провязать 2 столбика в одну петлю, потому что расширяем горловину. Так и вяжем. Еще 1 столбик с накидом туда же, в эту верхнюю воздушную подъема предыдущего ряда. Галочка. Итак, все. Вот эти 2 ряда связали, оборвали ниточку. Можно тут воздушную для закрепления одну связать и затянуть. Вот этот кусочек одного плечика связан. Сейчас будем вязать такой же, только симметрично с этой стороны. Опять связала я свои 25 воздушных, опять крючком номер 3. Вязать буду крючком номер 2,5. Сейчас этот ряд будет вязаться у нас от проймы к центру. Поэтому от проймы, как я говорила, воздушные подъемы мы не будем считать за столбик. Вяжу эти 2 воздушные, которые не считаются за столбик. И тут уже тогда в 3-ю воздушную от крючка начинаю вязать первый столбик. И именно он считается у нас за первый, а воздушные не будем считать. Вы потом привыкнете, где считать, где не считать, я буду говорить, поэтому пока что просто делайте как я. То есть получается, я здесь провязываю ровно 25 столбиков с накидом. Воздушные идут отдельно. Итак, вот мои 25 столбиков и 2 воздушные, которые не считаем за столбик. Второй ряд вяжем от центра к пройме. Начинаем мы с галочки. 3 воздушные подъема и столбик туда же. А дальше мы должны будем провязать все свои столбики на понижение. Вот в обратном получается порядке. Единственное, здесь первый столбик у нас уже будет занят под галочку, то есть в моем случае останется 6 столбиков с накидом. Вяжем галочку. 3 воздушные и столбик. 3 воздушные со стороны горловины считаем за столбик, поворачиваем и туда же вяжем еще 1 столбик. Наша расширяющаяся галочка. Дальше остается провязать у меня 6 столбиков с накидом. У вас получается тоже свое количество столбиков с накидом. Галочка и 6 столбиков. Дальше полустолбики с накидом, подтягиваем петельку, когда вяжем особенно первый полустолбик. Иначе будут дырки у вас. И 4, 5, 6 тоже в моем случае. Дальше столбики без накида 6.
6 тоже в моем случае. И соединительные столбики. 6 штук тоже. Очень их не затягивайте, чтобы в следующем ряду вы смогли в них провязать столбики. 6. Остается только здесь 2 воздушные, которые мы не считали за столбик. Второй ряд провязали. Третий ряд — это снова ряд просто столбиками с накидом. Каждый нечетный ряд — это ряд полноценных столбиков с накидом. Со стороны проймы его вяжем к центру. Значит, не считаем опять 2 воздушные подъема за столбик. Поворачиваем вязание и будем вязать столбики с накидом. Как их провязываем? У нас есть вот эти соединительные столбики. В моем случае их 6. И нужно за обе полупетли провязать столбик с накидом. Эти обе полупетли лежат сейчас на другой стороне. Мы вяжем по этой, они вот здесь. Когда я записывала видео про скос плеча, я это подробно показывала, поэтому если кто сейчас не очень понял, смотрите то видео. Подхватываем обе полупетли на той стороне и на основании вот этих полупетель вяжем столбик с накидом. Первый, также второй, подхватываем обе полупетли. Это мы делаем, чтобы незаметно у нас было вязание скоса плеча. Скос плеча провяжем, потом будет все гораздо проще. 5 и 6 полустолбик, соединительный столбик провязали. Дальше у нас идут столбики без накида в предыдущем ряду. Мы просто уже обычным способом над ними тоже провязываем столбики с накидом. Итак, целый ряд столбиков с накидом до конца. 25 столбик свой я вяжу, то есть вы тоже все свое количество столбиков с накидом провязываете. И остается здесь у нас только 3 воздушные подъема, которые были в прошлом ряду первым столбиком галочки. Вот туда, в верхнюю воздушную подъема, сейчас мы должны провязать 3 столбика с накидом. Первый, туда же второй и туда же третий. Все, вторую сторону плечика связали. Вот таким образом получилось 2 плечика. Теперь мы должны набрать цепочку из воздушных, которые будут соединять это плечико с этим, и продолжить вязать третий ряд здесь. Как же понять, сколько воздушных набирать при соединении? Вот эту часть горловины мы уже связали. Остается примерно здесь 10 сантиметров до середины. То есть всего примерно сантиметров 20. Но здесь я решила набрать 24 воздушные петельки для каждой половины. То есть всего 48 воздушных петель. Если здесь непонятно, сколько в вашем случае, то напишите мне, объясню подробнее. Итак, кладем эти кусочки таким образом, что первый ряд у нас это ряд с столбиками с накидом, второй ряд здесь с разновеликими столбиками, а здесь уже связан с разновеликими и вот со столбиками с накидом. 3 столбика в одну петлю провязали, и дальше набираем свое количество вот этих дополнительных петель. В моем случае 48 петель. Беру этот кусочек и теперь над крайним столбиком, это первый столбик галочки, здесь у горловины, вяжу 3 столбика с накидом. Первый, туда же второй и туда же третий. Дальше в каждую петельку по столбику с накидом. Это вот сюда мы провязали, и теперь все столбиками с накидом до конца. И здесь в конце, как я показывала на другом плечике, над каждым соединительным
столбиком тоже провязывать столбик. Цепляемся за 2 дальние полупетли. Провязываем их всех. Нужно 6, провязываем 6. Последний тут столбик в соединительную петельку может сложнее провязывается, но не теряйте его. Пересчитывайте столбики, чтобы не потеряться. 3 в одну петлю и потом все ваши столбики, в моем случае 25. Все, поздравляю вас, мы связали с вами горловину спинки. Осталось нам вязать ровным полотном до проймы, но не забывать провязывать здесь эти 2 наших ряда со скосом плеча. Сейчас еще их проговорим, проработаем, и вы увидите, что это достаточно просто. Здесь у нас есть теперь только 2 края, около проймы. Тут мы всегда воздушные подъемы не считаем за столбик. Предыдущий ряд – это ряд целиком провязанный столбиками с накидом, значит, следующий ряд у нас опять вот этот разновеликими столбиками. Одну воздушную перед соединительными столбиками набираем, поворачиваем вязание и начинаем с самого первого столбика вязать наши соединительные столбики. Опять в моем случае 6 соединительных, потом 6 на повышение, на повышение, на повышение. Вот тут уж я снова не стала показывать. 6 в моем случае соединительных столбиков, 6 столбиков без накида, 6 полустолбиков с накидом. Когда вяжем первый полустолбик, затягиваем петельку на крючке. И дальше все столбиками с накидом. Итак, столбиками с накидом проходимся здесь по цепочке, переходим сюда. И здесь поставлю маркер 6 столбиков для соединительных столбиков, в моем случае 6 для столбиков без накида и 6 для полустолбиков с накидом. Вы себе точно так же отмерьте. И до этого места проходимся все столбиками с накидом. А здесь начинаем вязать на понижение. Здесь с краешку у нас не провязанными остаются только 2 воздушные подъема. Повторюсь, по краям мы воздушные сейчас 2 подъема не считаем за столбик. Итак, вот этот ряд до конца я провязала. От этого маркера пошло понижение столбиков. Теперь мы будем вязать спинку дальше и дальше, чередуя всего 2 ряда. Вот этот ряд, где мы начинаем с соединительных столбиков, идем на повышение, потом провязываем столбики с накидом и идем на понижение. И второй ряд только столбиками с накидом. Вот такая ситуация пока получается. И вяжу так дальше и дальше, чередуя 2 ряда, пока не останется связать 2 последних рядочка, где мы будем делать вот эту дугу. Я провязала 8 рядов для формирования скоса плеча. Смотрите, если у вас здесь больше скос плеча, то можно провязать и больше рядов, а не 8. Но это уже по желанию. Спасибо вам за внимание, пишите комментарии и оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока!